Приветствую всех на моем канале Оля Счастливая. Подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Вот такая у меня сейчас интересная конструкция. Буквально в одном из прошлых видео я вам показала свою орхидею цветущую, у которой много одновременно есть цветоносов, растут новые цветоносы. Я вам показывала, что вот новый цветоносик растет, смотрите, и я его просто закрепила к старому цветоносу, чтобы было в сторону улицы, а не в сторону стены. И сломала случайно, вот несколько дней назад полностью я переломала вот этот цветонос. Конечно, случайно я вам это показывала. И если цветонос вы сломали полностью, видите, то, к сожалению, уже сделать ничего нельзя. Но очень часто в такой именно ситуации после этого орхидея начинает растить новый цветонос. Хотя здесь по парам листьев, мы видим здесь везде орхидея, растит цветонос, видите, между листьями, в пазухах листьев. Почему и надо, и я ратую за то, что у орхидеи должна быть хорошая листва, и надо орхидеям наращивать листья. У меня есть отдельное видео, где я вам рассказывала, как нарастить листья орхидеям. Смотрите, сколько пар листьев у этой орхидеи, да, и из каждой пазухи был, либо сейчас, вот есть цветонос. Видите, с той стороны 3 пазухи листьев подряд. Раз пазуха листьев цветонос, 2 пазуха листьев цветонос, 3 пазуха листьев цветонос. Пазуха листа, пазуха листа. И вот у меня есть отдельное видео, где я вам рассказала, как нарастить листья орхидеям, что орхидеям надо, чтобы росла именно листва. Оставлю ссылку в конце этого видео, просто досмотрите видео до конца, и будет прямой переход о том, как нарастить листья орхидеи. И вот если была бы запасная, не запасная, это неправильно, конечно, говорить, но были бы дальше пазухи листьев, я бы сказала, появится цветонос. В принципе, вот здесь цветонос тоже может появиться. Вот, свободная пазуха листьев у меня осталась на данный момент одна, чтобы появился цветонос. Посмотрим, будем наблюдать. Прошло буквально 2 дня, 3 даже, как сломался вот этот цветонос. Подождем пока. Но есть, вот видите, достаточно много старых цветоносов, на которых орхидея, видите, растет боковые ответвления и на них процветает. Поэтому посмотрим, может быть, просто орхидея начнет ветвиться где-то на старых цветоносах. Наблюдаем за этой ситуацией. И вот буквально практически на следующий день утром у меня упала с полки, она стоит на досветке, вот эта орхидея. Огромная, большая белая орхидея, тоже вот есть 2 старых цветоноса, 3 старые цветоноса. И на старом цветоносе пошла расти веточка и бутон. И 2 дня назад утром эта орхидея просто упала. И, к сожалению, вот этот цветонос здесь переломался, но не отломался полностью, как это произошло в той орхидее. И так как он не переломался, простой скотч, вот, просто скотч, и я скотчем обмотала вот это место. Надежда на то, что что-то будет дальше, была, конечно же, 50 на 50. Если бы и в том случае не отломался цветонос полностью, а где-то вот надломился, я бы тоже поставила обратно и просто закрепила скотчем. И он бы тоже, кстати, продолжил рост. И вот в этом случае, видите, я закрепила. 2 дня прошло. Если бы он начал, вот этот цветонос, уже усыхать, первое, что мы потеряли бы бутон. Бутон бы начал усыхать, а этот бутон совершенно не усыхает. Смотрите. Кроме того, я сегодня увидела, что, наоборот, смотрите, этот цветонос, вот сверху хорошо видно, видите, он лопнул, и он готовится к распуску. Вот с той стороны этот цветонос лопнул, и он будет, наоборот, этот цветонос распускаться. Поэтому сейчас, если у кого-то есть цветущие орхидеи, даже уже, вот видите, он с распущенными цветами, если растут цветоносы, даже на бутонах, хотя самое такое положение плохое для орхидей, это именно когда растут бутоны. Бутоны, вы знаете, первые отсыхают, если происходит какой-то стресс для орхидеи. Мы переставляем орхидеи, бывает, да, и бутоны отсыхают. А смотрите, здесь орхидея упала, и несмотря на это, она открывает, наоборот, бутон. Поэтому на любой стадии, просто на любой, если вы переломали цветонос не полностью, и он хотя бы немножко держится, берете простой скотч, любой простой скотч, чем можете закрепить. У меня сначала была идея взять садовый вар, вот это обработать, как-то прикрепить, но я от нее отказалась и решила ничего не изобретать. Способ испробован не первый раз с этим вот скотчем непосредственно, то, что это все работает и хорошо держит. Поэтому рекомендую просто иметь дома скотч, и если вы где-то надломили цветоносик, не пугайтесь, ничего страшного, на 90%, что орхидея продолжит расти. Только уже если полностью переломали, как там я говорю, там да, к сожалению, назад уже не пришьешь. Ну что, жду распуска. Для меня этот бутон, конечно, можно сказать, один бутон, он не очень дорог,
но для меня он дорог тем, чтобы посмотреть, как орхидея процветет и сколько будет держать этот бутон, учитывая вот эту конструкцию. И пойдет ли этот цветонос дальше расти, потому что этот цветонос, он в стадии роста, он продолжил свой рост и там закладывает новые бутоны, я вижу. Будем наблюдать, с вами проверять. Но я много вам раз говорила и показывала такие ситуации, что если орхидея хочет цвести, она будет цвести. Даже если бы я потеряла, я думаю, вот этот цветонос, тут же пошло где-то, проснулась бы почка, пошел расти просто новый цветонос, новые бутоны, либо пазух тут хватает, пошли бы расти просто новые цветоносы. Видите, вот лист повредила, но это вот все при падении, когда падала орхидея, вот лист, где-то еще там новенький лист, а вот, я помню, что был порван. Все это от падения. К сожалению, да, орхидеи падают, бывает, с полок, потому что места не хватает. Я ее к краю поставила так, но конструкция была не совсем надежной. Сейчас куда-то переставлю. К сожалению, все орхидеи, у которых есть цветоносы, я не могу поставить на окно. Я бы с большим удовольствием разместила все орхидеи на окошке вместе и любовалась бы их цветением. Но смотрите, какое огромное растение. Его мы будем с вами омолаживать. Видите, здесь корней достаточно. Вот я вам привожу всегда в пример, когда показываю вот эту свою огромную орхидею, которая у меня 16 года, и показываю и объясняю, что здесь омолаживать орхидею я не могу, не на что, просто не на что. Смотрите, корни вроде бы воздушные есть, но их недостаточное количество, что если я где-то обрежу вот так, да, орхидею, они не потянут верхушку. А вот в этом случае как раз-то мы сможем омолодить орхидею, потому что здесь воздушных корней, посмотрите, очень-очень много. И вот эти уже воздушные корни, они со всех сторон просто вытянут верхушку, и мы сможем ее омолодить. Поэтому ждем этот бутон. Несмотря на эти 3 цветоноса, я не думаю, что что-то проснется. Если проснется, будем ждать, конечно, когда все отцветет. И после этого мы с вами вот эту орхидею сможем омолодить. И вот видите, она огромная. Я ее сейчас поставила. Обычно у меня все орхидеи, вот вы видите, они стоят вот в 2 ряда. Чтобы места всем хватало, она одна занимает окно, и то ее поставить смогла только боком. Если я ее разверну вот такой образом, и еще больше места начнет она занимать, потому что вот тоже орхидея цветет, но я ее не могу развернуть в сторону комнаты, тоже поставить, смотрите, она огромная и держится вот так. Я ее даже вот этой занавеской передерживаю, чтобы она в эту сторону не упала. Начала моя орхидея Тарина распускать бутоны, вот первый бутон в прошлом видео показывала, он еще не распустился, это первое домашнее цветение, давайте считать, насколько здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Ну, 8 бутонов, но вы помните, это только начало цветения. Очень часто орхидеи продолжают растить вот эти цветоносы, и бутонов будет, я думаю, намного больше. Пират тоже, видите, как говорится, дует первый бутон. А, смотрите, даже уже распускает. Вот, лопнул, все, лопнул бутон. Так, нельзя вот так трогать, как только что я сделала, когда вот эти бутоны орхидеи. Бывает, я говорю, орхидеи не дотронутся. Уже сушат бутоны, но бывает, вот орхидея падает, и после этого, наоборот, еще раз цветет. Обязательно с вами поделюсь, потом это покажу. Поэтому рекомендую, у кого есть орхидеи, вооружитесь просто скотчем. На всякий случай, знаете, это спрогнозировать нельзя. Кажется, если что, потом вопрос решу, но лучше, чтобы был под рукой. Вот я вот сразу просто орхидею подняла после падения, вот так приклеила скотч, и вот сегодня смотрю, все отлично, полет хороший, бутон даже лопнул. Будем расцветать. Смотрите, кому актуально сейчас видео, будет прямой переход о том, как нарастить листья орхидеям, чтобы было много пазух листьев, чтобы орхидеи зацвели. Конечно, орхидеи растят цветоносы, бывают и со ствола. Особенно это касается мультифлор. Но стандартные фаленопсисы, конечно, в основном растят цветоносы из пазух листьев, поэтому так важна листва для орхидей еще. Поэтому переходите сейчас, посмотрите это видео про то, как нарастить листья орхидеи. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!